Всем привет из Филиппин! Тут на острове Мактан живут герои этого видео, парень из Челябинска Артем и его филиппинская жена Хайлин. Какое-то время назад Артем оставил перспективную высокооплачиваемую работу в Китае и переехал жить на Филиппины. В этом интервью он расскажет, почему он переехал на Филиппины, почему решил жениться на филиппинской девушке, про свою жизнь на Филиппинах и про то, чем он тут занимается. Артем, привет! Спасибо, что согласился на беседу. Ребята, многие из вас Артема уже знают по его YouTube-каналу «Филиппинские истории». Но для тех, кто тебя еще не знает, расскажи немного о себе, откуда ты и как давно ты переехал из России. Из России я окончательно уехал в августе 2019 года, еще до ковида. Но и до этого времени я периодически работал в Китае большую часть года, в Шанхае. И вот с того момента, как я уехал, я 2 года отработал в Китае и переехал на Филиппины. Как только вот Филиппины открылись, границы открылись. А чем ты занимался в России до переезда? В России, чем только не занимался. Я продавал кондиционеры, устанавливал жалюзи, работал в компании, которая занимается разработкой мобильных приложений, работал логистом. Наверное, всего профессий штук 20 наберется, как я пытался по-разному крутиться и зарабатывать деньги. Что случилось, что в один прекрасный момент ты решил уехать из России и поехать в Китай? И почему ты решил поехать именно в Китай? Мне вот под видео люди часто пишут, говорят: ага, ты уехал из России, убежал. Мне всегда хотелось путешествовать. Я помню, еще когда был подростком, я смотрел видео ютуберов-путешественников, и они показывали, как они на мотоциклах путешествуют по Вьетнаму, по Таиланду. И мне так хотелось это все самому сделать. Я прям буквально спал и видел. И вот эту песню, кажется, часто слушал: «Я выбираю жить в кайф». В общем, жил такой мечтой. То есть, получается, это был некий дух авантюризма, не связанный с тем, что ты не смог найти там свое место. Ты сам сказал, что ты перепробовал много разных работ. Я так понимаю, что ты там надолго нигде не останавливался. То есть тебя именно подвиг некий дух авантюризма. Ты хотел путешествий, ты хотел приключений. Да, я прям мечтал об этом, но я не видел возможностей. Потому что я понимал, что если вот ты куда-то хочешь поехать, тебе нужны деньги. Либо тебе нужен как-то способ заработка. Я вообще даже сам не понимал, у меня в голове такого не было, что можно путешествовать. Я смотрел этих блогеров, и они такие: блогеры же путешествуют, да, но это они, а не я. И первый момент, когда у меня появилось вот это понимание, что я могу сам куда-то отправиться и жить в другой стране, был такой блогер Марк Активер. Да, он и сейчас уже есть, еще есть. Он однажды сделал интервью с человеком, который рассказал, как он уже начал путешествовать. И в этом интервью я узнал про книгу Антона Кротова «Практика вольных путешествий». Про то, как путешествие автостопом. Ты просто останавливаешь машину, и тебя везут бесплатно. Начал изучать эту тему. Потом открыл для себя сайт Couchsurfing, сайт всемирного гостеприимства, где ты можешь написать человеку, он может тебя принять, и ты можешь у него бесплатно остановиться. И, в принципе, у меня уже начало появляться понимание, что я-то, оказывается, тоже это могу сделать. В то лето я поехал на юг России. Там был детский лагерь, у меня был план, я поеду автостопом до юга, отработаю там вожатым, и обратно вернусь, такое путешествие. И вот это путешествие было переломным моментом, потому что я познакомился со многими людьми, которые уже были в теме путешествий. От этих людей я также узнал про возможность, что можно работать учителем английского в Китае. И достаточно, в принципе, только просто европейская внешность. И знание английского как такового, в некоторых местах даже не требуется. Если это какая-нибудь деревенька, то тебя могут взять и так просто за белое твое лицо. Ты просто будешь, не знаю, с детьми там прыгать в детском саду, там кричать Apple, они будут кричать Apple, и ты будешь получать свои $2000. Okay, and now, your turn, your. Okay, ask me. Teacher, what do you want? 等会儿都请到你了，请安静。 Teacher, what do you want? У тебя какой уровень английского был на тот момент? Очень фиговый, наверное, А2. Вот я к тому времени где-то лениво полгода сам учил английский. Сложнее всего было проходить собеседование. Когда тебе собеседование проводят китайцы, они сами по-английски не очень хорошо говорят, с китайским акцентом, и ты просто сидишь такой: Yes, of course. I like it. I like Chinese food.
Так и прошел это первое собеседование. 3 недели отработал в городе Шанхай-Гуань. Это место, где вот начинается Великая Китайская стена. Но там деревня просто. Потом уже я довольно быстро нашел работу в Шанхае. И вот с того времени работал уже в Шанхае. Вначале учителем английского. Потом я нашел работу в немецкой биотехнологической компании, которая занимается технологиями продления жизни, лечения рака. И последний год я работал вот в этой компании. Эту работу я получил по стечению обстоятельств, потому что в этот момент первый ковидный период в Шанхае закончился, и все иностранцы уехали, а новых еще не пустили. А им нужен был человек европейской внешности, напоминающий немца. Я вот, видимо, напоминаю немца, и они меня взяли без знания китайского языка. Я просто сидел в офисе, и мне платили $3000 за то, что вот я вот сижу и делаю вид, что я вот работник немецкой компании. Это, видимо, им как-то помогало продавать. При этом тебе не нужно было знание немецкого, тебе не нужно было коммуницировать с немецкими клиентами. Достаточно было твоего уровня английского, чтобы работать в крупной компании в Китае. Да, все дело в том, что этот сервис, он для очень богатых китайцев, и там минимальная процедура была на те деньги, я считал в рублях, и вот еще до всех этих перемен, это 1 700 000 рублей одна процедура, самая дешевая стоила. И, разумеется, $3000 на человека им просто было не жалко отдать, это поднимало статус. У нас был офис такой, как космический корабль, потрясающий, футуристичный. Там все было нацелено на то, чтобы продать вот эту услугу, потому что как автомобили, их покупают не часто, но это очень дорого и довольно большую прибыль приносит. Ну вот я там работал, у меня была рабочая виза, безоблачное будущее. Я там мог оставаться сколько я хочу. Мне даже сейчас периодически написывают, говорят: Артем, ты если вернешься, мы тебя возьмем обратно. Можешь возвращаться. Артем, до переезда за границу у тебя в России были серьезные отношения с русской девушкой? Да, были. Несколько лет мы были вместе. На момент отъезда вы еще были вместе и уже расстались? Мы были вместе, я довольно долго жил в Китае, она однажды приехала. Я все платил. То есть, когда ты уже переехал, ты все равно был в отношениях, это был long distance? Да, но я же понимал, что вот если ты хочешь будущее, да, я же становлюсь старше, все меняется, родители стареют, и надо тоже о будущем задумываться, там, квартиру какую-то. Постоянно же ты не будешь в путешествии. В Китае ты, хоть денег ты можешь заработать. По тем временам уже почти $3000 платили за то, что просто табличкой прыгаешь там. А я еще к тому времени английский подтянул, в тренинг-центрах работал. Разумеется, если 2 человека работают, прикинь, там $5000 можно зарабатывать, $5000. Это неплохо. То есть я привез, но потом побыла, уехала. Почему мы расстались? Это, во-первых, отношения на расстоянии. Отношения на расстоянии – фигня полная, ужасная вещь. Я знаю, не рассказывай. Потом обычное неумение обсуждать. Для меня вот это было целым открытием. По молодости, наверное, этого никто не знает, что если у вас какая-то проблема есть в отношениях, вам нужно сесть и поговорить. Не надо обиду таить какую-то в душе, нужно сесть, пообщаться, обсудить, рассказать свое мнение, выслушать ее мнение. Вот это непонимание, которое, через которое большинство людей проходит, и разрушили отношения, это было довольно такой тяжелый разрыв, можно сказать, первая любовь. Но твоя девушка не захотела разделить твою мечту, переехать в Китай, жить с тобой и работать вместе в Китае. Ты сам сказал, что вы вместе работали, вы бы зарабатывали там $5000, что, в принципе, неплохо. Можно было бы накопить на какую-то совместную мечту. Почему твоя девушка не решилась на переезд в Китай? Мне такой типаж девушек нравится, такие домашние, хорошие. И она была такой же. То есть для нее, разумеется, ездить за границу, отдохнуть – это одно. А жить в другой стране – это все-таки довольно большой стресс. Она, несомненно, хороший человек, но мы не сошлись именно взглядами на мир. Как сказал, вот это доверие потачивало расстояние, неумение общаться, обиды какие-то. И мы решили друг друга не мучить, потому что она действительно была мучительна, и решили разойтись. Мы очень мирно разошлись, мы общались еще. Я еще после этого несколько раз деньги высылал, поддержать все. Мы еще перестали общаться до приезда на Филиппины. А с китаянками у тебя были отношения, пока ты жил в Китае? Здесь мне есть много что поведать. Потом, когда я уже стал свободный, разумеется, меня уже ничего не сдерживало, чтобы как-то попробовать новые отношения построить или просто спать с девушками. И с китаянками несложно переспать. То есть, если у тебя более-менее привлекательная внешность, более-менее молодой, то переспать с ними несложно. Им тоже хочется экзотики, с иностранцем попробовать. Но вот если ты хочешь встречаться или построить отношения с китаянкой, это целая проблема, потому что есть определенный общественный договор, и женская красота там инвестиция.
То есть подразумевается, что родители инвестируют в девушку, ну, там, в ее образование, воспитание, и все. А потом она ищет богатого мужика, и они дальше уже найдут. Это вот основное правило. Даже в Китае говорят, что вот женщина имеет право требовать подарки. На самом деле очень интересная позиция женщин в Китае. Я по этому поводу отдельное видео записывал. Там очень много построено на общественном договоре. Поэтому, если ты хочешь отношений именно с китаянкой, это должна быть какая-то современная китаянка, которая там училась где-то за границей, сирота, может быть. И она не против построить жизнь таким образом и имеет свой источник дохода. Я вот знаю целого одного человека, парня, который вот так женился на китаянке по любви. Но в общем и целом там можно было довольно несложно переспать с девушкой, но практически невозможно было найти отношения именно с китаянкой. А девушки, которые из России приезжали, у них тоже как бы своя цель была, потому что там для женщин, пока до 30 лет, у них очень завидное положение, их заваливают подарками, вниманием. И наши девушки, они тоже приезжают, и у них довольно быстро корона на голове появляется, потому что славянские девушки красивее, и требования соответствуют. Может, им бы и хотелось там что-то родное, там, с русским парнем повстречаться, но они все-таки привыкли уже к подаркам, и такие либо китайцы принимают эти подарки, либо от иностранцев, которые там из стран Европы приезжают. Сколько ты в сумме пробыл в Китае? 4,5 года почти. Смотри, ты 4,5 года жил в Китае, у тебя была хорошая работа в хорошей компании, ты зарабатывал хорошие деньги. Почему вот ты взял и бросил в Китай и решил приехать на Филиппины? И как ты вообще узнал про Филиппины? Почему ты вот оказался здесь? Главная проблема это было одиночество, потому что я расстался с девушкой. Это такие длительные отношения, разрыв после таких длительных отношений, он даром не проходит. И потом, разумеется, вначале типа свобода, могу спать с любыми девушками, это прикольно, а потом уже начало хотеться просто полежать в обнимку, посмотреть сериальчик, пообщаться. А друзей у тебя не было, русских ребят, которые там тоже жили, работали, вы как-то там, может, собирались в компании, там, проводили время вместе? Вначале было, но потом друзья потихоньку разъезжаются. Люди вообще приезжают зарабатывать деньги. Они не хотят тратить душевную энергию. Дружеские отношения построить вам нужно. Душевную энергию вкладывать. Нужно время проводить друг с другом. Нужно общаться. И люди предпочитали просто в бар пойти там побухать или денег подзаработать. Деньги там очень легко доставались. И все вот такие вот гонятся с деньгами. И поэтому никто особо не был заинтересован в дружеских отношениях. А даже если кто-то и заинтересован был, то ты встретишься с ним там раз в 2 месяца на велосипедах, например, покататься. И не прям назвать дружбу. Всем не до того, все деньги зарабатывают. И это еще деформация появляется, потому что в Китае это норма. Деньги – это самое главное. И когда живешь в обществе китайском, ты сам начинаешь потихоньку меняться. И меня добила череда локдаунов. Как вы помните, был вначале первый локдаун шанхайский, а потом еще и второй, когда уже весь мир из ковида вышел. Шанхай еще раз закрылся на 3 месяца. Нас заперли просто в квартирах. Вначале просто компаунды закрывали. Компаунды – это такая стандартная жилая ячейка, там 20-30 домов, и они ограждены забором. Вначале компаунды закрывали. После компаундов нас вообще в домах заперли, в квартирах. И я и так там мучился от отсутствия близких отношений таких. Так тут меня еще и заперли в комнате на 3 месяца. А что делать? Играешь в компьютерные игры и вискарь хлещешь. И я однажды прихожу на себя на лавочке, смотрю с похмелья. Я даже не помню, что я вчера делал, почему я на лавочке проснулся. И я такой просто телефон открываю, смотрю на себя на камеру, у меня глаза такие мутные-мутные. Я смотрю на свое отражение и понимаю, что это если так продлится дальше, я сопьюсь нафиг, надо что-то менять. Пока молодой, надо что-то делать. Блять, так хочется твою прическу-то дебильную, вот так вот ее все сделать. Че? Такая вся ровненькая, идеальная. Че ты нервничаешь, сидишь? Не знаю, никогда интервью не давал. Филиппины. Как ты нашел Филиппины? И как ты переехал, и какие были твои первые впечатления после переезда? В тот период, после локдауна, начал думать, куда бы мне хотелось поехать. Я понимал, вот я еще относительно молодой, и я, в принципе, могу где-нибудь стартануть в другой стране. То есть там в 30 лет стартануть и в 50 лет – две совершенно большие разницы. И, кстати, Китай вот он многих засасывает, и там остаются так долго, сколько могут, пока вот есть рабочая виза, либо любая другая виза. Но потом все равно Китай говорит «до свидания», человек уезжает к себе в страну, он уже привык к хорошим заработкам. И это был еще один фактор, я понимал, мне вот пока есть время, надо что-то делать. Хотя вот сейчас все хорошо, но в будущем может быть уже нехорошо. Я начал изучать страны.
И я вначале составил такой список, то есть что бы я хотел от жизни, где бы я хотел жить. И я думаю, ну ладно, мне бы хотелось красивая природа, потому что я уже устал от этих каменных джунглей в Шанхае, где они, кажется, вообще нигде не заканчиваются. Природа. Далее, так как там мне хотелось отношений, таких привычных, к которым я привык за годы, я хотел найти страну, где хорошие девушки, действительно хорошие, не меркантильные, где вот можно найти себе хорошую жену верную. И мне хотелось быть окруженными добрыми людьми, с которыми бы можно было построить тесные эмоциональные такие взаимоотношения, найти настоящих друзей. Для меня это было очень ценно, так как вот этого всего мне в Китае очень сильно не хватало. И я сделал список, там еще были некоторые пункты, и начал смотреть, какая страна для этого лучше всего подходит. И случайно набрел на Филиппины. Я просто карту открыл, смотрел разные страны, и такой смотрю, о, Филиппины. Небольшая страна, но думаю, давай узнаем, что. Открыл YouTube и начал изучать информацию. Ну, как вы, наверное, все делаете перед тем, как переехать в другую страну, вы собираете информацию, я вот также начал изучать эту информацию, нашел также информацию, что здесь филиппинские девушки хорошие, что легко найти жену, что люди добрые. И на мое решение переехать на Филиппины еще повлиял тот факт, что я познакомился с одним филиппинским блогером. Твои зрители, наверное, его тоже знают. Это Макс Королев с канала «Русский филиппинец». Макс, привет. Макс, привет. Он очень такой простой, свойский парень. Он там в юности в деревне жил, то есть вот, просто открытый чувак. И мы на этой теме сдружились, потому что мне было одиноко, а он такой простой. И мы начали общаться, и очень хорошо подружились. У меня уже был кто-то на Филиппинах, кому я мог приехать, кому-то обратиться, кто-то что-то рассказать мог про Филиппины. И мне оставалось дождаться только окончания контракта. Он у меня заканчивался в июле. Ну, ты раньше никак не уедешь, потому что в контракте довольно-таки жесткие условия. Плюс мне хотелось прикрыть себе задницу на тот случай, если вдруг на Филиппинах что-то не получится, чтобы мне было куда вернуться. Я очень тепло со всеми попрощался, взял свои последние $3000, купил билеты на Филиппины, купил некоторые вещи, которые мне могли здесь понадобиться, и прилетел сюда на Филиппины. У меня на тот момент было в кармане $2000. Это были все твои сбережения после Китая, $2000. Да, потому что ковидные времена подъели все мои сбережения. И мы только вот вышли, я отработал 3 месяца, даже 2,5 месяца. И вот последнюю зарплату взял, и все, и двинул. Когда ты приехал на Филиппины, какие были твои первые впечатления? Все ли было так, как ты себе представлял по YouTube-роликам, либо ты немножечко офигел, вступив на филиппинскую землю? Вот когда человек планирует поехать в какую-либо страну, либо даже посетить какое-нибудь место необычное, все равно он в своих фантазиях как-то это место раскрашивает. И часто место не соответствует действительности. Может быть лучше, может быть хуже, но чаще просто по-другому. Тоже хорошо, но просто по-другому. Так и со мной было. Мне Филиппины представлялись как такими пляжи, пальмы, такие девушки ром разносят. Но я понимал, что, скорее всего, это будет выглядеть немножко по-другому. И я прилетел в Манилу ночью, и там меня пересадили на местный рейс. И я уже туда сажусь, я смотрю, салон уже какой-то грязненький. Я такой думаю, ну, наверное, это такая случайность. Думаю, крылья не отваливаются у самолета, и ладно. Прилетел сюда, уже ночь. Меня таксист берет, везет. И я еду по этой дороге, это аэропорт в Сибу. А еще взял такой довольно дешевый номер, в довольно дешевом там, районе, довольно бедном. И еду, я смотрю, эти трущобы, люди какие-то по пояс голые гуляют. И я такой на это все смотрю и такой думаю, блин, куда я попал? И вот я доехал до отеля, лег спать, ну потому что я был уставший и списал свое впечатление на ошибку какого-то восприятия после долгого перелета. Проснулся, вспоминаю вчерашний день, и тут в мою голову начинает закрадываться мысль, Артем, куда вот ты с $2000 последних приехал? И в этот момент мне как-то резко захотелось обратно в Китай улететь. Блогеры не так показывали? Блогеры-то особо не показывали. Тот же Макс, он в основном про Филиппины рассказывает. Именно чтобы показывали. Но потом я вышел из номера, начал гулять, общаться с людьми. И вот эти вот были первые шаги большой любви к Филиппинам. Ну смотри, ты сам говорил, что Филиппины у тебя ассоциировались с морем, с пляжами. Но при этом ты приехал в Сибу, приехал в мегаполис, где до ближайшего пляжа 2 часа ехать. Почему ты выбрал из всех Филиппин именно Сибу? То есть город далекий от твоего представления про пляжи, море и девушек, разносящих ром. Во-первых, я сам себе плохо представлял структуру Филиппин. Я думал, рядом с Сибу есть пляжи. Они, в принципе, есть, только на территориях резортов и платные.
Главным образом, потому что здесь был Максим, и я с ним очень хотел встретиться, и фактически вот на первый или на второй день мы с ним встретились. Ты сразу прилетел в Сибу из Манилы. Да, А где ты еще был на Филиппинах? я был на Негросе довольно много раз, потому что там живет родня Хайлин. Был на Бантаяне, я по Сибу поездил на мотоцикле, останавливаюсь в разных резортах. Дело в том, что я просто работаю, и у меня не так есть много времени путешествовать, как у обычных туристов. Расскажи про свою работу здесь на Филиппинах. Я работаю в школе английского языка на Филиппинах. Она находится в центре города Сибу. В нашу школу приезжают люди учить английский язык. В основном это студенты из Кореи, Японии, Вьетнама, Тайваня, Таиланда, но также вот благодаря моим усилиям еще и студенты из стран СНГ. Школа рассчитана в среднем на 200 человек, и в школе присутствуют из русских студентов где-то от 10 до 20 студентов единовременно. Они также прилетают, школа предоставляет проживание, питание, прачечную, в общем, все под ключ, чтобы люди приезжали, учились, ни о чем не беспокоились и учили английский язык. Уроки тоже есть от 4 до 8, даже до 10 уроков каждый день. А сколько длится обучение? Сколько курс длится? Самые популярные курсы среди студентов стран СНГ от 4 недель до 12 недель, то есть от месяца до 3 месяцев. Месяц — это так, приехать и отдохнуть на Филиппинах и потянуть язык. А 3 месяца — это уже с нуля, дает хорошую базу, можно дойти до уровня pre-intermediate, уже в принципе сносно общаться, и это является хорошей базой для переезда в другую страну. Даже если у тебя не было никакого английского? Или какая-то база все-таки нужна, чтобы начать обучение в школе? Вообще у всех людей, кто жил в странах СНГ, база какая-то есть. То есть если по статистике посмотреть, мы знаем уже порядка 500 слов, потому что английский язык окружает нас везде, он на этикетках продуктов, в рекламе, даже многие слова российские произошли от английских слов, особенно новомодные. Поэтому какая-то база у человека все равно есть, но в школу можно приезжать, учиться также просто с нулевым уровнем. Большинство студентов приезжают именно с нулевым или школьным уровнем. А по завершении курса какой-то сертификат или какая-то бумага выдается, какой-то диплом? Да, дается красивый такой диплом школы о прохождении курсов. Разумеется, этот диплом не подойдет для, скажем, для получения визы в Канаду, для этого придется сдавать официальный IELTS, но школа может записать вас на этот экзамен. А диплом от школы вы можете просто приложить как дополнение, когда, например, будете устраиваться на работу. Он выглядит довольно солидно. Либо просто хранить свое как свое достижение. А этот диплом подойдет, если ты хочешь поехать, вот как ты ездил работать учителем английского в Китай, либо во Вьетнам? С ним могут взять на работу? Нет, он просто как красивая бумажка до кучи. Хотя он может являться весомым основанием в качестве аргумента, чтобы взять вас на работу. Например, если вы устраиваетесь работать в Шанхае, где я работал, от меня там не требовали сертификат IELTS или TOEIC, но сказали, что, в принципе, любой диплом или документ об уровне моего английского будет весомым плюсом. Как дополнение, в принципе, он даст тебе бонусов. Да. Расскажи про свой YouTube-канал. Ты занимаешься YouTube для чего? Для того, чтобы продвигать свою работу, привлекать новых студентов, либо это все-таки хобби по большей части? Изначально блог создавался для того, чтобы искать новых студентов, потому что у школы было условие: ты можешь здесь работать, если показываешь результат. А на Филиппинах очень сложно найти работу, и у всех школ такая базовая позиция. Менеджеры, которые работают в других школах, они, например, развивают свой Instagram-блог, либо какую-либо еще платформу, потому что других людей просто не берут. И я, соответственно, начал блог, чтобы тоже приглашать людей изучать английский язык на Филиппинах. И вначале это было больше ради рекламы, но потом я вошел во вкус, научился снимать ролики. Это стало менее стрессовым событием для меня. Я научился более быстро монтировать ролики. И сейчас мне уже периодически самому хочется что-то снимать, что-то показывать. Мне хочется передать мою любовь к Филиппинам, потому что я знаю, есть много людей в мире, которые также хотят найти свое место, найти свой дом, найти свою семью, но не знают, как это сделать. И мне им хочется показать: ребят, вот здесь я показываю свою жизнь. Здесь это можно сделать. А как тебе удалось устроиться в школу? Потому что, все знают, что на Филиппинах иностранцу найти работу очень сложно. Здесь два факта. Первый — документальный, второй, так сказать, технический. Документальный мне было проще, потому что у меня уже была рабочая виза в Китае. Когда я прилетел сюда, у меня уже был весь пакет документов для официального трудоустройства. И если бы в школе требовалось прям сразу трудоустроить меня, то у меня были уже документы готовы. Но, как в итоге выяснилось, школа согласилась подождать.
Но, тем не менее, все равно время сэкономил. Второй момент. Я приехал сюда практически сразу после того, как Филиппины открылись. И школы были пустые. С одной стороны, это был минус, потому что у школ не было лишних денег на наем сотрудников. С другой стороны, все вакансии во всех школах были пустые. И я обошел все школы. И вначале вот нашел одну школу, потом уже нашел вторую, где условия были получше. Это вторая твоя работа здесь, вторая школа. Нет, технически после приезда из Вьетнама я нашел школу еще лучше, которая именно подходит больше для русскоговорящих студентов, где нет строгих правил, где стоимость обучения ниже, где более профессиональные учителя и вообще более такая атмосфера хорошая, и начальство идет на уступки. Интернет лучше сделать, роутер лишний повесить. Студенты в школу приезжают через мой блог. Это такие люди, которые разделяют мое мнение, и я пытаюсь сделать в школе такую максимально дружескую, студенческую, позитивную атмосферу, ну, чтобы мне самому нравилось там находиться. Это та причина, почему вот я в третий раз поменял школу, и вот практически все время, 3/4, наверное, уже времени, как я работаю на Филиппинах, я работаю в АМС Академии и буду дальше там работать. Артем, многие мужики приезжают на Филиппины с конкретной одной целью – найти себе жену. Ты тоже из этой категории? Либо твои отношения с Хайлин закрутились уже сами собой после твоего переезда, и изначально ты не планировал искать жену? Я планировал искать жену. Я прям когда сюда летел, у меня была цель найти себе жену. То есть найти жену – это была приоритетная твоя цель? Вот некоторые летят сюда, думают, вот я там пообщаюсь с девушечками, посплю, потом выберу лучшую. А я такой вот прилечу и найду себе жену. И это мое было прям какое-то гипертрофированное желание после долгого времени одиночества. Я старался вернуться к тому привычному формату отношений, к которым я привык. Я начал именно искать девушку. Ну как, после того, как я там с Максом встретился, мы попьянствовали, сходили в клуб, как я протрезвел. Со мной ты не пьянствовал. Ну, я уже бросил пить, к сожалению. И вот на третий день я пошел на свидание с Хайлин. На третий день после твоего приезда на Филиппины ты уже встретился с Хайлин? Да. Расскажи, как вы познакомились? Это был сайт знакомств, либо какая-то случайная встреча на улице? И как происходило ваше первое свидание? Я пошел самым простым путем, который я смог найти. Я просто установил приложение Баду и начал смотреть там девушек. Вообще сейчас, по прошествии много времени, я понимаю, что это была удача, что я такой девушку, как Хайлин, встретил в этом приложении. Это было стечение обстоятельств. В общем и целом, то есть люди сюда прилетают, знакомятся с филиппинками, я им советую всем на улице знакомиться, потому что на улице сразу видишь, что за девушка. Видишь девушку без фильтров, которые они ставят на всех своих фотографиях. Ну, филиппинки, в отличие от китаянок, фильтрами не особо злоупотребляют. Ну да. Но в любом случае знакомиться на улице было бы лучше. Вот если бы я начинал свой путь сначала на Филиппинах, я бы предпочел на улице познакомиться. Ну, я с тобой согласен в этом вопросе, потому что все-таки я сторонник той мысли, что на фотографиях филиппинки очень много используют фильтр. В Китае это вообще повальное. То есть вы познакомились на Баду, списались. Расскажи про первое свидание. Мы списались и назначили встречу в Аяле. Хайлин работала в Аяле. Аяла – это большой торговый центр, и там к этому торговому центру приделано здание для богатых людей. То есть можно просто из дома выйти сразу в торговый центр. И Хайлин работала в одной из таких семей. Ей было довольно просто и быстро спуститься и пойти на свидание. И она спросила меня, могу ли я взять подругу с собой. Я говорю, ну ладно. Ну, я понимал, что филиппинки стеснительные. Конечно, выглядело странно для меня. Кстати, да, вот такая сносочка, что здесь абсолютно нормально, если девушка приходит на свидание либо с сестрой, либо с какой-то родственницей, либо с подругой, потому что они очень стеснительные, особенно иностранец, им страшновато приходить одной, то есть этого не стоит бояться, это абсолютно нормально. Что иронично, Хайлин, потом уже просто полгода повстречались, она мне рассказала, что переписка, вот эту вот начальную, вела на самом деле не она, а ее подруга. И сама Хайлин, она не хотела идти на свидание, потому что она была очень стеснительной. Ее подруга буквально ее допинала. Чтобы она пошла, мы встретились не только благодаря приложению для знакомств, но еще и благодаря ее подруге, которая буквально... И что вы делали? Вот пришла девушка с подругой. Тебя это не смутило? Ну, это же другая страна. И так как у меня уже было с другой стороны, я думаю, ну, со своим самоваром сюда не едут, может, здесь так принято. Мы встретились, я взял чай, тортики, мы посидели, пообщались. Где-то в кафешке вы сидели? Да, прям в Аяле, там кафешка была. Разумеется, Хайлин была напряженная. Я пытался как-то разговорить, включил всю свою харизму, доброту, там, позитивность. Да, она потихоньку раскрылась, привыкла. Потом мне Хайлин рассказывала, говорит, когда я держал ее за руку, а я сразу такой хитро взял ее за руку, что-то мы сидим, общаемся, я там с ее подружкой с ней
И Анна говорит, у меня сердце такое, мысли в голове нету. Потом мы с ней пообщались, пошли в кино. Вы также втроем пошли в кино? Нет, уже вдвоем. В этот же день? Да. Ну, там 2 шага сделал до кинотеатра. А подругу? Да, подруга ушла технично сама. Кто в кафе платил за подругу? Сама она за себя платила? Нет, конечно, я. Но я понимал же, филиппинки бедные, для них это большое количество денег с их зарплаты уйдет на это все. И я уже понимал, я иду на свидание с хорошей, стеснительной девушкой. И я старался сделать максимально тактично, и поэтому я оплатил. И как максимально тактично ты сплавил подругу? Она сама ушла. Подруга такой ангел-хранитель. Она ее привела, пообщалась для Посмотрела, кого-то, что и человек технично нормальный, ушла. вроде не какой-то маньяк, и свою задачу выполнила и ушла. Да, и мы пошли в кино. Здесь в кинотеатрах очень мощно врубают кондиционеры. А Хайлин в легкой одежде, соответственно. О, знаю я этот прием. И я ее такой обнял, потом обнаглел, так даже на коленки посадил. Она еще так в шоке была. Ну и все, и мы как-то очень близко сразу общаться начали. Но и она ко мне очень сильно тянулась. Она хотела тепла, любви, доброты, и я. И вот мы на этой волне прям как-то с первых секунд стали близки. А через какое время вы стали жить вместе? Как долго вы встречались до того, как стали жить вместе? Тут стоит сделать отступление, где вообще было мое первое жилье. Я вначале жил в отеле, потом я начал искать работу в языковой школе английского на Филиппинах, так как Максим работает в ней, и он мне тоже посоветовал искать работу там. Я вначале нашел одну школу, мне там дали просто койко-место, разумеется, я Хайлин тут не мог вообще даже приглашать. И потом я в одной школе поработал, у меня было время уже не спеша пройтись по всем школам. Я нашел еще одну школу, там договорился, чтобы мне сняли квартиру. И вот как мне только дали квартиру, я получил ключи, Хайлин на следующий день переехала ко мне. А до этого она жила в той семье, где она работала? До этого Хайлин снимала комнату на 2 койко-места с подругами. У них это называется boarding house, да? Да, там такое, ну вот как филиппинцы живут, это просто коробка. Слушай, ну это как по-русски, общежитие? Ну да, очень похожие условия, такие очень бюджетные, так многие филиппинцы живут. Да, там где-то стоит 1500-2000 койко-место стоит в месяц. Да, верно. Привет, Хайлин. Рад встрече. Расскажи немного о себе, откуда ты родом, сколько тебе лет и где ты раньше работала. My name is Hailin. Меня зовут Хайлин, мне 28 лет, я из провинции Восточный Негрос, и раньше я работала няней. Oriental. Before I work being a nanny. Няней в семье. Yeah. Да, няней в корейской семье. В корейской, даже не в филиппинской. Not Filipino. Нет, не в филиппинской. В филиппинской семье я работала раньше, в 2017 году. 2017. А уже после 2017 года ты работала в корейской семье, да? Да, я уже работала в корейской семье. Начальница была строгой? Нет. Она была доброй? Yeah. Да, очень добрая. Kind. Расскажи, о чем ты подумала, когда впервые увидела Артема? Он понравился тебе с первого взгляда или он уже стал нравиться тебе позже? Он мне понравился при нашей первой встрече. А ты волновалась, когда впервые встретила его? I also Да, я очень нервничала, ведь он такой красавчик. handsome. Of course, I'm also Я scared. очень нервничала и боялась тогда, меня аж всю трясло. My body is shaking. Ты помнишь тот день, когда вы с Артемом впервые встретились? Что вы в тот день делали и что ты тогда чувствовала? Я заметила его в приложении для знакомств Баду. Он только-только зарегался там, всего 3 дня назад, и мне кажется, ему понравился мой профиль. Я поставила лайк, и это оказалось взаимно. Like, and we match. Затем мы стали переписываться, и он захотел встретиться со мной. And he want to meet me that time. А я испугалась. Я не захотела встречаться с иностранцем, поэтому мы просто переписывались. Но моя подружка настояла на том, чтобы в итоге я с ним встретилась. И так оно и вышло. Поэтому, когда я впервые увидела его, я очень стеснялась. And Я сказала своей подружке, какой же он красавчик. А потом мы пошли пить чай, и после этого в кино. we drink. В этот день я даже почти не разговаривала с Артемом. Я очень стеснялась, ведь он такой красавчик. Time is I'm not talking to Artyom. He's very handsome. Он в основном разговаривал с моей подружкой. А ты с ним не разговаривала? Нет, я просто сидела вот так. Я тогда очень стеснялась и нервничала. Как ты познакомился с родителями Хайлин впервые? Как они тебя приняли и задавали ли они тебе, знаешь, эти каверзные вопросики? А как ты будешь за нашей дочкой следить? Как ты будешь ее обеспечить? Было что-нибудь такое или нет? Расскажи про вот свое первое знакомство с родителями.
О многих вещах я узнал постфактум, когда я уже с родителями нормально общался. Мне Хайлин опять же рассказала, что они боялись, что иностранец, не сделает ли он что плохое с их дочкой. Но потом Хайлин их убедила, что я хороший человек. И когда уже было принято решение жениться, мы уже там подали заявление, мы поехали на Негрос знакомиться с ее родней. Когда уже подали заявление, до этого ты не был знаком с родителями? До этого она просто рассказывала о тебе своим родителям онлайн или как-то по телефону? Я не помню точно, я вроде их видел по видеосвязи. Она мне показывала несколько раз. Но лично я знаком не был. Мы приехали на Негрос, и мы начали общаться. Но опять же, очень тактично. И я боялся их задеть, и они боялись что-то не то сказать. И поэтому общение было крайне скудное. Потому что я говорю по-английски, они стесняются говорить по-английски, потому что они думают, они не очень хорошо его знают. Но потихоньку было стремление у нас сблизиться. И вот первый приезд прошел довольно удачно. Мы пообщались, и потом все чаще и чаще стали туда ездить, и все больше и больше сближаться. Даже сейчас они, конечно, держат некоторую дистанцию, в том плане, что они боятся меня как-то задеть, как осторожное слово. Но в общем и целом, когда я пытаюсь с ними сблизиться, они прям расплываются в улыбке, им очень нравится общаться. Все эти рассказы про тещу, про свекровь, когда родители твоей жены или твоего мужа пытаются влиять на отношения. Чувствуешь ли ты какое-то влияние на свои отношения с Хайлин со стороны ее семьи? Нет. Наоборот, складывается такое ощущение, что именно Хайлин глава семьи. Потому что она как старший ребенок, она поехала на заработки, она на 16 лет работает няней. Она помогает своим братьям, помогает своей маме. И тут еще я. А мой рейтинг в семье вообще высокий, потому что я и иностранец. Я и забочусь, и чего греха таить, и деньгами тоже помогаю. На этом фоне тоже авторитет вырос. Ты деньгами помогаешь семье Хайлин? Ну как, вот мы, например, магазинчик открыли на Филиппинах. А до этого Хайлин работала, но она работала с понедельника по субботу и была свободна только в воскресенье. А мне нужно было внимание, я хотел с ней время проводить также. Я ее видеоблоги снимаю, и мне нужно было больше времени. Я сказал, давай ты увольняйся, потому что вот эти копейки, что ты зарабатываешь, они ситуацию вообще не спасают. И она тогда попросила, говорит, если ты хочешь, чтобы я уволилась, у меня вот обязанность есть там, маме там, небольшую денежку высылать. И на ней висел кредит на мотоцикл. И я говорю, да, я обещаю, что буду на это деньги ежемесячно давать. Это единственный вот случай, когда она попросила у меня какие-то деньги. Ну и иногда я также высылаю там, детям на мороженое или в семье Хайлин, там рис заканчивается, какие-то базовые продукты, я тоже высылаю деньги. Это не какие-то большие деньги, это просто способ помочь, поддержать. Что твоя семья думает об Артеме? Им нравится Артем? Моя семья думала, что, может быть, русские ребята не очень хорошие. Они объяснили тебе, почему они так думали? Ну, типа, они слышали, что русские плохие, они никогда не улыбаются, они не такие дружелюбные, но я им объяснила, что Артем хороший парень, он очень добрый. Изначально мои родители очень боялись Артема. Они переживали, вдруг мои отношения с ним будут не очень хорошими, как-то так. Но в конце концов они лучше узнали Артема, поэтому согласились, чтобы я вышла за него замуж. Сейчас Артем им нравится? Да, им нравится Артем, потому что они увидели, как он меня любит, как Артем заботится обо мне. Артем, расскажи, пожалуйста, а что за дети живут у тебя в доме? Это дети из семьи Хайлин. Дело в том, что мы когда познакомились с семьей, вот в тот первый раз, когда мы приехали, я познакомился со всей семьей, с детьми, кто в этой семье живет. И возникла такая идея взять одну девочку на воспитание. Это абсолютно нормальная ситуация. Если ты член семьи, то ты можешь взять ребенка другого человека, кто в этой семье близкого родственника, и воспитывать его. Это абсолютно нормальная ситуация. Что это вообще за девочки? Одна девочка, ей сейчас 10 лет. Вот у Хайлин есть мама, у ее мамы есть сестра. И у ее сестры 6 детей. Вот с нами живут 2 девочки. Технически они приходятся кузинами. Хайлин, одной сейчас 10 лет, она просто с нами живет, она в школу ходит, воспитываем ее. А другая помогает Хайлин по дому. Ну, мы ей даже небольшие денежку платим, она там домой отправляет, потому что ей уже практически 18 лет, ей нужно работать. Это такой и воспитательный фактор, чтобы стимулировать, так сказать, помогай, не просто так, вот ты деньги за это получаешь. Плюс создается вот эта вот позитивная, добрая атмосфера. Это ваша инициатива Хайлин, либо родители этих девочек предложили вам взять себе на воспитание?
Это была моя инициатива. Я когда сюда приехал, вначале я, конечно, просто жену хотел найти, но мне также и семью хотелось. Я не знаю, это родительский инстинкт или что-то еще. И мне хотелось, чтобы в доме был смех, веселье, забота, доброта. И у меня у самого эта идея возникла. Как-то вот вечером мы с Хайлин уже после конца дня лежим, засыпаем. Я говорю, слушай, давай ее возьмем. Ну, просто так из головы. Хайлин говорит, ну давай. Разумеется, произошло не сразу, потому что для меня принципиальный момент был, чтобы вначале жениться, чтобы стать официально мужем Хайлин, ну, чтобы ни у кого никаких вопросов не было. Для России это странно, что ребенка взял, а для Филиппин это нормально, но я все-таки иностранец. И вот когда мы поженились, уже ни у кого никаких вопросов не возникает. Ты подошел к родителям девочки и сказал... Нет, я Хайлин сказал, Хайлин. То есть Хайлин подошла к родителям девочки и сказала, мама, папа, мы забираем у вас вашу дочку. Да нет, мы вначале поговорили с девочкой, хочет ли она или нет. Потом мы маму девочки зовут Мерджи. Хайлин там спросила ее, пообщались. И мы с Мерджи очень хорошо подружились. То есть нужно понимать, что мы с семьей Хайлин очень дружны, очень близки. И она меня хорошо знает, и полностью доверяет. И у нее много детей, и, разумеется, и ей было выгоднее, чтобы ее девочка не нуждалась. Там на Негросе, там даже часто у них денег на рис не хватает. А они живут на Негросе? Да. И ей было бы спокойнее, что вот она живет с Хайлин, со мной, что ни в чем не нуждается, что вот ходит в школу, что мы о них заботимся. За девочек платишь ты. Родители девочек не присылают деньги на еду, там, на еще какие-то расходы. Конечно. Но это не то чтобы большие расходы. Я, если честно, не понимаю, зачем тебе это надо. Я бы мог понять Хайлин и мог бы понять родителей этой филиппинских девочек, но тебе-то конкретно зачем это надо? Некая репетиция перед рождением своего ребенка? Я уже, наверное, несколько раз говорил об этом в интервью, что одиночество. И мне вот хотелось не только близкие отношения с женой, но еще и семью. Я, опять же, не знаю, может быть, это инстинкты родительские или еще что-то. Мне хотелось вот большой дом, чтобы там было много людей и царило вот веселье, счастье, доброта. Вот этот вот домашний семейный уют. Безусловно, мы с Хайлин планируем и своего ребенка завести, но вот хотелось, так сказать, счастье быстрее вот этой всей атмосферы. Если это возможно, то почему бы и нет? И даже сейчас, когда мы живем вместе с Хайлин, с девочками, я счастлив. У нас очень много приятных моментов. Мы фильмы смотрим, бадминтон играем, общаемся и очень много счастья. Разумеется, создает некоторую финансовую нагрузку, не такую уж большую. И одежды здесь много не надо, здесь вечное лето. На еду, я Хайлин даю деньги, она просто покупает девчонкам вещи какие-то. И все, то есть это не особо какая-то большая нагрузка. Плюс Хайлин же филиппинка. Хайлин нужно общение, Хайлин нужна семья. Это буквально огромнейшая потребность, как в еде, в воде, та же самая социализация, чтобы Хайлин не было одиноко. Потому что просто со мной вдвоем мы так пытались жить, она немножко чахнет. Ей нужно постоянный контакт с семьей. А так девочка рядом, ей скучать некогда, и она постоянно общается, и она счастлива. Тебе не кажется странным, что на Филиппинах вполне нормальным считается для родителей отдать своего ребенка кому-то? Здесь нет такого, что прямо отдать. Негрос, он близко. То есть где-то буквально часа 3-4, и ты уже на Негросе. Если кто-то соскучился, может приехать. Они постоянно общаются с родителями, меня показывают, мы им звоним. Они же видят мое намерение тоже интегрироваться в семью. И они тоже меня воспринимают как часть семьи. Для части семьи это нормально. Они не отдали ребенка кому-то там. Она просто живет, временно живет у нас. Мы же ее никак не удочеряли. У нее есть свой отец, у нее есть своя мама. С точки зрения семьи, может быть. Смотри, я тебе сейчас приведу один пример, и мне просто интересно твое мнение на тему детей и как родители отдают детей. Я на Негросе снимал домик у зажиточной бабули, и мой домик был на той же самой территории, где у бабули был большой ее хозяйский дом. Она там жила одна, у нее было 3 комнаты, и вместе с ней жила девочка 13 или 14 лет, как прислужка, которая там готовила, стирала, убирала, ухаживала за садиком, при этом не родственница, то есть родители отдали 13-летнюю девочку на услужение некой бабули. Бабуля обеспечила девочку комнаткой, бабуля кормила девочку и раз в месяц родителям отдавала 5000 песо в месяц. И такие ситуации, они повседневно на Филиппинах очень частые. Ты привел пример, когда вы взяли девочку на воспитание, вы родственники, условно говоря. В моем примере они даже не родственники. Такие ситуации тебя не шокируют? Я именно про такие моменты не слышал, что как будто ребенка куда-то отдают, он там работает.
Вообще, жизнь на Филиппинах, она, вот особенно если мы говорим про негрос, она очень сложная. Я говорю, часто у людей даже денег на рис нет. И, разумеется, приходится выживать, они как-то крутятся, пытаются что-то делать. Но, в общем и целом, никто, конечно, не перегибает палку, потому что система охраны прав, она все равно работает. И это вот как в деревне, все про всех знают. Если кто-то с чем-то перегибает, то полиция вполне может вмешаться. Я не знаю, какие отношения. Может, это как-то дальняя родственница, может быть, еще какие-то условия. Не обязательно, что это прям какое-то рабство. Я, к сожалению, ситуацию не знаю, и, безусловно, во всех странах бывают перегибы законами, нарушения прав, и в том числе на Филиппинах. Но на Филиппинах ситуация улучшается. Артем, а почему ты решил жениться? Почему бы просто вот жили бы и жили вместе? С визой связано, что ты хотел ПМЖ, или нет? Филиппины — страна очень лояльная к туристам. По текущим законам, не знаю, сколько они продлятся, но ты можешь жить на Филиппинах сколько ты захочешь. Если вот гражданство России, Казахстана, Европы, Америки. То есть въезд безвизовый, ты здесь живешь 3 года, потом вылетел 24 часа, влетел и живешь сколько хочешь. Смотри, многие как подумают, что вот парень молодой, красивый, приехал, тут же нашел девушку, ну, условно, первую попавшуюся, тут же на ней женился. И многие подумают, что это связано с тем, что просто парень хочет легализоваться и получить ПМЖ на Филиппинах. Расскажи свою точку зрения на этот вопрос. Это бессмысленно, потому что по турвизе здесь можно жить сколько угодно. И работу здесь найти очень сложно. Сюда в основном приезжают удаленщики. Да даже если вы прям захотите работать, здесь много коррупции, никто вам, в принципе, не запретит особо работать по турвизе. В конечном счете ваш работодатель, если вы ему нужны, там, с полицией всегда договориться. Поэтому это было бессмысленно, и на самом деле получение семейной визы здесь максимально сложное. Но опять же, если сравнивать с Китаем, вполне вероятно, если бы я хотел остаться в какой-то развитой стране, то я бы остался в Китае. У меня там уже была рабочая виза, и технически, наверное, я бы мог найти себе там китаянку, жениться. И Китай, ну, Шанхай, он, разумеется, экономически намного выгоднее, чем Сибу, Филиппины. Почему? Я считаю, что семейную визу сложнее здесь получить, потому что вначале вам нужно собрать документы, и это все очень долго тянется. Потом у вас происходит церемония свадьбы. Нас женила судья, и она очень прям много уточняющих вопросов задала. Это я уже потом понял, она технично, вежливо задавала эти вопросы. Как я потом понял, она выведала вот все. Если мы хоть немножко притворялись, я уверен, нас бы не поженили. И плюс, когда вы еще семейную визу получаете, вот нам это посмотреть стоит, нужно еще с визовым офицером пройти интервью. То есть это не просто технический момент. А плюсов семейная виза особо не дает. То есть вы можете здесь работать официально, и вы можете здесь жить, не продляясь. Ну и как-то более поувереннее себя чувствовать. И получить паспорт через 5 лет. В этом плюс. Артем, ты, когда начал жить с Хайлин, возникли у тебя какие-то, может быть, бытовые недопонимания из-за разницы культур, разницы традиций, разницы языков? Может быть, были какие-то казусные ситуации или какие-то забавные моменты, которые ты бы хотел рассказать? Если из забавных, то филиппинцы очень любят сладкое и соленое. И Хайлин хоть знает, что я не люблю сильно соленое, то периодически что-нибудь пересаливает просто по привычке. А если говорить про какой-то серьезный момент, мужчины сейчас удивятся, очень сложно было дать ей деньги, потому что она ни в какой деньги не принимала. Я много раз рассказывал про эту ситуацию, когда вот мы только начали жить вместе. Она ходит по дому, я смотрю, она какая-то вялая. Подхожу, трогаю лоб горячий, температура. Я пытаюсь выяснить, в чем дело. Ну, может, она заболела. Потом кое-как выяснил, что у нее, оказывается, кариес, пульпит. Из-за этого температура пошла, воспаление. Я пытался ей деньги дать. Представляете, она даже старалась меня не беспокоить, не говорить. Я всегда провожу налоги. Вот представь, европейская девушка разве бы себя так вела. Кое-как мне и удалось дать деньги, чтобы она пошла и удалила этот зуб. И вот даже после свадьбы там дать ей деньги на какую-то косметику или там она чтобы себе одежду купила, это тоже нужно прям даже уговаривать, даже после свадьбы. Вот это был для меня шок. Потому что в отношениях в Европе, как правило, женщины даже не то, что требуют, как типа в порядке вещей, ты обязан давать деньги. А здесь, наоборот, тебе нужно технично объяснить, чтобы она взяла эти деньги. И вот это был прям шок. Ты сказал, что в отношениях очень важно коммуницировать, рассказывать свои проблемы, слушать проблемы своего партнера. В отношениях с Хайлин из-за разницы языка, потому что разный язык, разная культура, ты не испытываешь проблем с объяснением своих проблем? Может быть, ты не понимаешь ее проблемы? Нет ли у вас недопонимания в общении? Мы оба говорим по-английски,
Она довольно хорошо говорит по-английски. Мне кажется, она даже лучше меня говорит. И лучше формулирует свои мысли. Конечно, мне по-английски недоступна та же гибкость изложения, как на русском языке, но тем не менее я могу объяснить свою позицию. И тут самое главное в том, чтобы инициировать вот эту ситуацию, когда вы начинаете общаться. И я когда вижу, чувствую какой-то напряг, какое-то недопонимание, она когда холодно держится. Я такой беру ее на руки, сажу на кровать, сажусь напротив и говорю: давай общаться, что тебе не нравится? Все нормально. Не все нормально, я же вижу. И объясняю, что как важно общаться, как что она немножко оттаивает, и мы говорим, приходим к взаимопониманию, обнимаемся, и все нормально. И вот, и мы ни разу не ругались за все время наших отношений. Ни разу не ругались. Для меня вообще это нонсенс. У меня не в прошлых отношениях мы никогда не ругались, ну, кроме последнего этапа перед расставанием. Не в этих. Со мной сложно очень поссориться, и я предпочитаю вот пообщаться, решить проблему. А как вы общаетесь? Есть ли у тебя какие-нибудь трудности в общении с Артемом? Ну, иногда Артем бывает не в настроении из-за его работы. Good mood because of his work. И когда я пытаюсь его отвлечь, он говорит: не отвлекай меня, ну что-то типа того. Don't disturb me just like that. Правда, что ли? Чуть раньше Артем был противоположного мнения. Он сказал, что вы никогда не ругаетесь, и все очень гладко между вами. И что ты делаешь в такие моменты? Хочу поотвлекать его еще сильнее. Хочу сделать с ним что-нибудь. Например, побить? No, Нет, покусать его, типа того. Bite him. А можешь сказать что-нибудь плохое об Артеме? Может быть, тебе что-то в нем не нравится? Может быть, ты хочешь что-то изменить в его поведении? Боже, пусть Артем зарабатывает больше денег. No. Нет, просто когда Артем не в настроении, я знаю, что лучше бы мне его не беспокоить. I know that I can't disturb him. Потому что если я буду его отвлекать, то он рассердится. She will get angry and То есть ты просто занимаешься своими делами и не мешаешь ему, если видишь, что он не улыбается, что не в настроении, типа того? Да, я просто ухожу вниз и остаюсь там. Артем, а как твои родители отнеслись к тому, что ты женился на филиппинке? Не было ли у них такого, что ой, почему не на русской девочке? Я думаю, для родителей более важно счастье ребенка. Если ребенок счастлив, то неважно, какой он выбор сделал. И вот это как раз мой случай. То есть даже когда я переезжал в Китай и на Филиппины, мама говорит: вот, главное, чтобы ты был счастлив. А я с Хайлин очень счастлив, и она это видит. И поэтому поддерживает мой выбор. Твои родители как-нибудь общались с Хайлин? Да, по видеосвязи мы когда созваниваемся, моя мама не говорит по-английски, и поэтому иногда, я с ней общаюсь, показываю Хайлин что-то говорит, я перевожу. Конечно, много они не общаются по причине языкового барьера, но, тем не менее, какая-то коммуникация есть. И Хайлин ей нравится. Мама не жалела, что не смогла приехать на свадьбу? Мне кажется, для каждой мамы это очень важно, побывать на свадьбе сына либо дочери. Несомненно, она была бы рада увидеть и меня, и Хайлин. Но пока что, говорит, на Филиппинах жарко. Лучше уж вы к нам. Лучше вы к нам. А вы планируете вообще навестить твоих родителей, показать Хайлин Россию, попутешествовать по России, познакомить с твоими друзьями? Конечно, мне бы хотелось показать Хайлин снег, увидеть, как она визжит. Это была бы очень интересная реакция. Но пока возвращаться в Россию не особо, так сказать, безопасно, поэтому пока повременим. Ты согласен с утверждением, что филиппинки лучшие в мире жены? Если не лучшие в мире, то одни из лучших. Здесь ситуация какая? И, безусловно, и в России есть много женщин хороших, и в Европе, и даже китаянки, уверен, хорошие есть. Весь вопрос в легкости. Насколько легко и быстро ты можешь найти себе жену. Вот здесь буквально каждая вторая подходит для брака. Здесь женщина, девочка воспитывается, чтобы быть хорошей женой. Она уже привыкает работать по дому, она привыкает слушаться мужа. И девочки сами, они хотят долгих отношений, потому что на Филиппинах буквально культ семьи. Плюс они не испорчены этими всеми феминистическими идеями. В России можно также найти хорошую девушку, но тебе уже придется постараться. Тебе придется пообщаться, посмотреть, понять. Филиппинки такие простодушные, по моему мнению. И даже если она хитрит, ты сразу видишь, где правда, где нет. То с девушками из России уже посложнее понять, что у них там на уме. Артем, ты сказал, что у тебя были серьезные отношения с русской девушкой, у тебя были кое-какие отношения с китаянками, и сейчас ты женат на филиппинке. Можешь ли ты выделить какие-то характерные черты в отношениях для девушки из каждой этих стран? Китаянки, они нацелены на деньги. Это такая структура общества, и в этом нет ничего зазорного.
Поэтому китаянки, они материалистичные. В норме вещей, даже если вы иностранец, не говоря уже про то, что вы китаец, что у вас девушка будет спрашивать, есть ли у тебя машина, есть ли у тебя квартира, какие сбережения у тебя есть, сколько денег у твоей семьи, сколько сбережений у твоих родителей. Поэтому романтика, она, если мы говорим про долгосрочные отношения, она крайне редко рассматривается. Она может где-то идти в довесок. Если мы говорим про девушек из России, они 50/50. Ну, то есть в нашей культуре все равно это считается неприлично, когда женщина на первом свидании сразу же о деньгах спрашивает. Мы все-таки больше спрашиваем про хобби, пытаемся человека понять. То есть более такое человеческое отношение. И в этом плане в России до сих пор ситуация гораздо лучше, чем в Европе. И все-таки у нас как-то баланс соблюдается вот между патриархатом и матриархатом с разным успехом. А на Филиппинах здесь культ семьи. Здесь женщины, девушки, они мечтают создать крепкую семью, иметь много детей. Например, это хорошо иллюстрирует тот факт, когда им задаешь вопрос, вот если бы, например, ты была беременна, и у тебя не было бы денег, вот даже на рис, оставила бы ты ребенка, либо сделала аборт? Ну, при условии, что аборт, если был бесплатный. И, как правило, в большинстве случаев филиппинка ответит, что я оставлю ребенка. Как Хайлин говорит, мы не убиваем детей. И я это часто вижу, что даже если женщина в сложной ситуации, она скорее оставит ребенка, чем будет от него избавляться. Культ семьи. Ты считаешь, что русская девушка на полпути между китаянкой и филиппинкой? Да простят меня российские женщины, но я бы сказал, что в России ситуация с женщинами гораздо лучше, с моей мужской позиции, чем в Китае, но все равно до ситуации с Филиппин не дотягивает. Но опять же скажу, девушки опять же разные, очень разные бывают. И везде можно встретить девушку своей мечты. Ну, ты знаешь, что мне не нравится в филиппинских девушках и что мне нравится в русских девушках, то что, на мой взгляд, филиппинские девушки очень безинициативны. Ты спросишь, что ты хочешь? Она скажет, то же, что и ты хочешь. А какие у тебя хобби? А куда мы пойдем сегодня? А ты реши, куда мы пойдем сегодня. А наша девушка конкретно знает, куда мы пойдем и какие у нее хобби. Нет у тебя такого ощущения? Опять же, кому что нравится. Вот, как я говорил, мой типаж – это такая домашняя хорошая девочка. И вообще изначально я искал и видел Хайлин такой. Но потом, когда она ко мне привыкла, особенно когда мы поженились, у нее немножко больше характер стал проявляться. В хорошем смысле этого слова. И она уже такая, может что-то спланировать, может что-то организовать. То есть филиппинка, когда чувствует себя безопасно, она может больше проявлять инициативу и даже какое-то там чувство юмора. Вот Хайлин меня, например, подкалывает периодически, у нее чувство юмора хорошее, хотя раньше я этого не замечал. Возможно, в долгих отношениях филиппинка будет чувствовать себя увереннее и станет более интересна как человек. Но поначалу, да, я полностью согласен, филиппинка, скорее всего, будет пассивной и безинициативной. Опять же, кому что нравится. Мне Сколько зашло. времени прошло, прежде чем Хайлин стала более инициативной? После того, как мы поженились, когда уже она привыкла ко мне. То есть вы поженились примерно через год отношений, если не ошибаюсь. Полный ответ звучит так. Моя история на Филиппинах тесно связана с работой, потому что всем нужны деньги. И вот после того, как я устроился во вторую школу, я там поработал 2 месяца, они видят, студенты не приходят, ну, потому что время все равно же нужно. Блок у меня только-только начинался. И мне пришлось ехать на заработки во Вьетнам. Я поехал во Вьетнам на 3 месяца, ну, чтобы и оборудование себе купить для блога, и видео позаписывать, и дождаться первых студентов. И я Хайлин тогда сказал, говорю, меня дождешься, приеду, женюсь. Я уехал, и вот когда я вернулся, я сразу сказал, все, давай жениться. И мы начали собирать документы, и весь этот процесс занял где-то полгода. И через полгода в назначенную дату мы поженились. Как-то Артем решил поехать во Вьетнам. Тогда он пообещал мне вернуться на Филиппины через 3 месяца, и он это сделал. Я подумала, что это может шутка такая или ложь, но он сделал это. Когда он уехал во Вьетнам, ты подумала, что он тебя бросил и никогда уже не вернется? Или ты была абсолютно уверена, что он сдержит свое обещание и вернется? Ну, у меня были сомнения. Я не была уверена, вернется он или нет. Если вернется, хорошо. Если нет, ну, что поделать. Артем мне сказал, что он дал тебе обещание, когда вернется из Вьетнама, вы, ребята, поженитесь. Что ты почувствовала, когда Артем вернулся к тебе? Я была счастлива, потому что много иностранцев не держат своих обещаний. Например, они обещали вернуться к своей девушке и не сделали этого, потому что уже нашли себе другую девушку в другой стране. Но не все такие.
Ты сказал, что Хайлин раскрыла себя после брака, только стала шутить, подкалывать, проявлять инициативу. Полгода человек просто был немножко другим? Или я тебя неправильно понял? Филиппинки, почему говорят ревнивые? Они боятся потерять мужчину, но они ревнивы в том плане, что они, например, они могут заплакать, да, они не устраивают сцены истерики. Это все, к чему предисловие говорю. У меня, знаешь, какие скандалы были? Просто там вещи вот так вот летали. Просто такой трэш был. И это вот к тому, что ты говоришь, что филиппинки не устраивают скандалы. Еще как устраивают. Ну, ты, наверное, просто тебе нравятся такие более инициативные девушки. Ну, может быть, да, может быть. Таких немножко, я прям немножко сучек искал, и это мне аукивалось. И вот после свадьбы у нее уже страх меня потерять как-то поуменьшился, и она уже больше расслабилась. Когда человек более расслаблен, он является уже более собой, не боится уже как-то пошутить, потому что, ну, знает, что трагедия не произойдет, что ее не бросят, или что-то предложить. И она уже знает, что мужчина не скажет: ах, ты вот мне это предложила, а мне не нравится, уйду я от тебя. Поэтому она просто стала поувереннее. Не сказать, что она как-то изменилась, она просто в браке стала поувереннее, и мне это понравилось. Потому что раньше, например, приходилось, чтобы какого-то ответа от нее добиться, приходилось тактично, вежливо все выпрашивать, расспрашивать. А после брака она уже как-то уже напрямую может говорить. Я понимаю, вопрос был про то, что меняются ли филиппинки после брака, становятся ли они хуже. Да. Нет, они становятся, ну вот, по крайней мере, в моем случае, Хайлин стала просто более уверенной такой. А что касается вот хороших качеств, то они не поменялись. У нас как было все замечательно. Но это пошло ей на пользу. То есть ты ни в коем случае не расстроился из-за того, что Хайлин стала больше проявлять характер? Нет, это очень хорошо. Плюс к тому, что у нее хорошее чувство юмора, и мы иногда подкалываем друг друга. И тут в этом доме часто царит смех. Мне очень нравится. Как ты думаешь, Хайлин, в чем разница между русским парнем и филиппинцем? Ну, я лучше предпочту иностранца, такого как русский парень, потому что они очень заботливые. Да, они заботливые, они действительно умеют заботиться. А филиппинские парни не заботятся о своих женщинах? Ну, иногда, не всегда. Ты уже умеешь готовить русские блюда? I know only Я знаю, как готовить куриный суп и пельмени. pelmeni. Пельмени. Тебе нравятся пельмени? I tried Да, у нас до сих пор они лежат в холодильнике. the refrigerator. Did Артем show you? Артем показывал тебе другие русские блюда? Что ты думаешь о нашей кухне? Ну, иногда он водит меня в русский ресторан. A Russian restaurant. У вас тут есть русский ресторан в Сибу? Is there Да, тут есть русский ресторан, и мне нравится это, типа пицца. Khachapuri? А, это типа пирога с сыром. Чизкейк. Yes. Да, и русский суп. А кто обычно готовит дома, ты или Артем? Я готовлю. Артему нравится, как ты готовишь? Да, даже если моя еда невкусная, он все равно говорит, что она вкусная. Он говорит, что ему нравится все, что я готовлю. I like everything. Обычно это значит, что получилось не очень вкусно. Какой хороший муж. А ты уже знаешь какие-нибудь слова по-русски? Да, в основном только матные. Какие, например? В моем шоу разрешено ругаться матом. Сука. Это филиппинское слово, значит уксус. Знаю, но... Сука. Это ты Артема так иногда называешь, когда злишься на него? Я не знаю, он не хочет, чтобы я так говорила. Want me to say that? А происходят ли у вас какие-нибудь недопонимания из-за того, что у вас разный язык, разная культура, традиции, или все гладко? Tradition, or everything is smooth. Я ничего не знаю о его традициях. Я бы хотела научиться говорить по-русски, но он не хочет меня учить. Speak Russian, but he don't want me to teach. Ну, с одного слова ты уже начала. Если Артем решит вернуться в Россию, ты поедешь с ним? Yes. Да, я бы хотела. И ты готова покинуть Филиппины ради мужа? Да, но я все равно бы хотела потом вернуться на Филиппины. А какие у вас с Артемом планы на будущее? Что вы планируете? В будущем? Да, родить ребенка. Есть ли какие-то моменты, которые тебя шокировали в филиппинских традициях? Например, и меня очень удивила традиция филиппинцев играть в карты на похоронах. Слышал про такую традицию? Нет. Нет? Когда кто-то умирает, тело усопшего около недели лежит в доме, и по ночам организовываются карточные игры, гамблинг на деньги, где все соседи приходят, играют в карты, и какую-то комиссию с выигрыша платят семье усопшего как помощь. С одной стороны, логически эту традицию можно объяснить, но с другой стороны, меня это шокировало. То есть играть в карты возле тела усопшего, который там неделю лежит. Ты сталкивался с какими-нибудь такими традициями филиппинцев, которые бы тебя удивили, шокировали?
Нет, прям с такими традициями не сталкивался. Вот даже ты мне рассказываешь, и я про это в первый раз слышу. Я стараюсь глубоко погружаться в филиппинскую жизнь, мне очень нравится это общество, но именно даже не с точки зрения традиции. Меня привлекает именно доброта людей. Меня удивила в свое время вещь, когда я вот сюда только приехал, я снимал видеоблоги и старался искать информацию, которая бы тоже как-то шокировала зрителя, вызывала интерес, и я забирался во всякие трущобы, во всякие улочки, всякие бедные места. И там реально очень бедные люди, дети в рваной одежде. На это все больно смотреть. Это, кстати, почему я перестал так делать. Ну, чтобы не шокировать зрителей. Но меня очень удивила любовь филиппинцев к детям, друг к другу. Ты смотришь, у семьи буквально там одежды даже нормально нет, а мама сидит там с детьми, там обнимает, они общаются. Ребенок улыбается, смеется, бегает босоногий, улыбается, смеется. Меня в свое время это тронуло до глубины души, насколько это важно. Я понял, что нас часто отвлекают человеческие взаимоотношения, именно гаджеты. Вот собирается семья, и вместо того, чтобы общаться, все там залипают в гаджетах. А у филиппинцев, у бедных, часто даже мобильных телефонов нет, и у них единственная радость — это общение. Когда ты больше общаешься с близкими людьми, у тебя укрепляется эмоциональная связь. Я, кстати, еще одну интересную историю вспомнил. Хайлин рассказывал, как все спят, потому что обычно большая семья, много-много человек живет в одном доме, и там, разумеется, нет кровати, они все спят на полу, повалку. И я раньше думал, что они как-то, рядом спят друг с другом там, или еще что-нибудь. А Хайлин говорит, вот вы когда спишь, вы не можете дотрагиваться друг друга. Запрещено. То есть даже там братья, сестры, все остальные спят, и должно быть обязательно расстояние. То есть даже ногой прикасаться нельзя. И это сейчас. А раньше было еще строже. Раньше, вот лет 20 назад, например, мужчина к женщине, если это не его жена, он вообще не имел права прикасаться. И к этому относились очень-очень серьезно, потому что Филиппины — это христианская страна, и даже сейчас влияние христианства очень сильное, не говоря уже про то, что было 20 лет назад. Артем, смотри, ты только что сказал, что христианское влияние и христианские традиции очень сильно влияют на филиппинские семьи и филиппинское общество, и у них некий такой культ семьи. Да. Но при этом мы с тобой выяснили, что тут вполне нормально родителям отдать ребенка. Тут много геев и трансов, которые на телевидении, которые в политике, в комедийных шоу, просто на улице. И правительство Филиппин не то, что это старается оградить, а наоборот поощряет. Ты не видишь в этом некого противоречия? Во-первых, кому попало, детей не отдают. Ты так говоришь, что создается ощущение, вот родил ребенка и до свидания. Нет. Возможно, в том исключительном случае, как ты рассказал, может, просто у родителей, еще дети есть, и они сами работают, и денег не хватает, вопрос выживания. Да, ребенку приходится работать 13 лет, но выбора особо нет. Возможно, я не знаю ситуацию. Но такой ситуации нет, что вот отдали ребенка в рабство, и пусть он там работает. Это чушь какая-то. Поэтому эта ситуация не повсеместная. И с тех пор, как прошлый президент нанес довольно сокрушительное поражение организованной преступности, наркотиками, все правила эти ужесточаются. То есть отслеживают органы, ходит ребенок в школу или не ходит. Вплоть до того, что родители не будут получать какую-то помощь от государства, если ребенок не ходит в школу. И таких неявных методов контроля тоже хватает. Поэтому это ненормальная ситуация. Что касается геев и трансов, здесь... Смотри, религия и христианство запрещает подобные отношения. Мужелобство — это большой грех. А здесь это считается нормальным. В, казалось бы, очень христианской стране, которая очень ценит семейные ценности и очень ценит христианские традиции. На мой взгляд, это какое-то немножко противоречие. Христианская религия, она очень мирная. Здесь представители ЛГБТ-сообщества, они не лезут в образование детей, никому не придет в голову уроки полового воспитания делать, не лезут в какие-то взаимоотношения. Поэтому они просто живут, как-то развиваются. И, разумеется, у них есть свое сообщество. Геи проталкивают геев, поэтому им легче в шоу-бизнес попасть, и все. Просто здесь не воюют. Я если раньше обращал внимание на эти все процессы, потому что бросались в глаза, то сейчас, когда глаз замылился, я даже этих геев не вижу. Иногда только вижу какого-нибудь, что явно выделяется. Но я такой, и ладно. И филиппинцы так относятся. Не прям какое-то засилие или влияние, например, как в Штатах, по крайней мере, я как слышу. Это просто есть, и как-то люди с этим живут, и особо внимания не обращают. Хочешь ты быть геем, будь. Главное, мне не мешай жить. Артем, назови 3 плюса и 3 минуса жизни на Филиппинах. Для кого страна подойдет, а кому страна не подойдет? Начну с того, кому страна не подойдет. Если вы хотите дешевую страну, чтобы жить с хорошими условиями. Например, если вам нравится жить с пляжем, где-нибудь в хорошем домике, и чтобы это все было подешевле, лучше ехать куда-нибудь во Вьетнам. Здесь, на Филиппинах, комфорт, к которому мы привыкли, считается нормой у нас. В России, в странах СНГ, здесь считается роскошью, и, соответственно, стоимость выше.
Поэтому вы можете, наверное, дешевле где-нибудь пожить во Вьетнаме, где многие люди живут. Ну, может, даже Таиланд немного дешевле. Что еще из минусов? Если вам не нравится видеть жизнь такой, как она есть. Потому что когда вы не пытаетесь сепарироваться от людей в каких-то резортах, вы видите эту бедность. Бедных людей, хороших бедных людей, бедных детей. И это шокирует, и к этому невозможно привыкнуть. Поэтому если у вас впечатлительная психика, и вы не хотите там видеть мусор или людей в такой ситуации, то лучше тоже не приезжать на Филиппины. Вот это второй минус. И третье, если вам нравятся пакетные такие путешествия, где all-inclusive, все включено, то Филиппины тоже плохая страна для этого. Здесь слабо развита туристическая инфраструктура. И если в каком-нибудь Вьетнаме вы легко там найдете автобус, куда вас доставят, где вас заселят, все, то на Филиппинах вы уже больше такой самостоятельный путешественник. Это страна для уже более опытных путешественников. Это вот 3 минуса. А 3 плюса теперь? Кому стоит приезжать на Филиппины именно жить? С точки зрения экспата, не с точки зрения туриста, а с точки зрения экспата. Филиппины — это та страна, которая может стать вашим домом. Это, наверное, одна из немногих стран, вот, где ты можешь приехать, и где тебя люди примут в семью, примут как члена общества. Ты будешь своим. Это большая редкость. На Филиппинах ты можешь найти хорошую жену. Наверняка хоть кто-нибудь из зрителей дослышал про то, что филиппинки хорошие жены. Ну, я вот сам женился на Филиппинке и могу это подтвердить. То есть, если вы хотите изменить свою жизнь, особенно если вы мужчина, и начать жизнь заново, то Филиппины для этого отличная страна. Второе, Филиппины — это страна, где ты чувствуешь жизнь. Вы знаете, вот этот круг — это дом, работа, работа, дом, и вроде ничего интересного не происходит. Жизнь на Филиппинах сложнее, но при этом она как-то интереснее. Столько всего интересного происходит, столько людей открытых, столько всего необычного, природа классная. И вот по ощущениям, я хоть и довольно много работаю, но я каждый день, я просто счастлив. Я ложусь, закрываю глаза и думаю: Господи, спасибо вот за этот классный, интересный день, пусть он и сложный был. И третье... Вообще, технически, если вы посмотрите форумы, то люди обычно говорят, стоит сюда ехать за женщинами, за филиппинками и за природой. Вот это 2 такие основные плюсы. Я бы еще 3-й плюс сюда добавил, что хорошая страна, чтобы начать новую жизнь. Если ты русская женщина, например, что сюда не стоит приезжать? Здесь проблема в менталитете женщин, потому что женщины всегда ищут мужчину, красавчика, с деньгами. Здесь мужчины за женщинами не бегают. Здесь такое прям равноправие. Ну, если сюда приедет русская блондинка, она 100% будет пользоваться очень повышенным вниманием со стороны филиппинских мужиков. Дело в том, что ей филиппинские мужики, как правило, будут неинтересны. Они, как правило, не зарабатывают, конкуренция очень большая, очень много женщин. Если женщине, в принципе, более важна душевная составляющая мужчины, а не то, сколько он зарабатывает, то, я думаю, она может и здесь найти свое счастье. Просто такое у женщин бывает крайне редко, насколько я знаю. Если вы относитесь к таким женщинам, то вы и здесь можете найти себе красивого, интересного филиппинца. Я знаю примеры таких пар. Даже блогеры есть. Ну, женщина и мужчина-филиппинец. Артем, расскажи, пожалуйста, твое восприятие вообще Филиппин как-то изменилось после того момента, как ты сюда приехал? Стало лучше, хуже, либо все осталось по истечении времени так, как и было? Я вижу все больше и больше добра. Чем я больше общаюсь с людьми, тем они больше мне открываются, и тем больше всяких вижу жизненных моментов, и меня это вдохновляет, умиляет. Бывает даже так, что вот, например, плохое настроение, и ты едешь куда-нибудь на мотоцикле, в плохом настроении, просто смотришь на этих людей, и к итогу поездки настроение классное. Но это такой чисто психологический субъективный эффект. Ты не пожалел, что бросил хорошо оплачиваемую работу в Китае и переехал на Филиппины? Я очень рад, что это я сделал, потому что я вот бы представил, как я бы ходил в офис, вот этот круговорот: работа, дом, там, компьютерные игры, вискарь. Я бы, наверное, очень сильно деградировал. Здесь жить хоть и сложнее, но я здесь чувствую, что я живу, что каждый день наполнен чем-то интересным. А там, в Китае, сытый, комфортабельный день сурка каждый день. А можешь ли ты сказать, сколько примерно вы в месяц тратите? Какой у вас ежемесячный бюджет? В среднем $1000. То есть мы арендуем дом за $330. Интернет 1070 филиппинских песо. Электричество примерно от 5 до 9 тысяч филиппинских песо. И на остальные затраты. Плюс мы открыли магазинчик, туда было инвестировано $2000. Но если вот ты спрашиваешь именно про жизнь на Филиппинах, то это в среднем где-то $1000-1200 у нас ходит вот на меня, на Халина, на 2 девочек. А магазин что-нибудь вам приносит, либо это чисто занятие для семьи Хайлин?
Сейчас это больше занятие для семьи Хайлин. Он, конечно, приносит мизерную прибыль сейчас. Хотя, наверное, уже успех, то, что он хотя бы прибыль приносит, а не одни убытки. Это довольно долгий процесс, когда люди узнают об этом магазинчике, когда они туда будут приходить. Вот уже еще одна дальняя родня Хайлин, они живут в другом месте на Негросе, уже берут у нас товары и их перепродают. Разумеется, с копейки, но потихоньку выручка растет, и это нормально для Филиппин. Я вообще открыл этот магазинчик, чтобы просто поддержать Хайлин и семью Хайлин. То есть я вообще не ожидаю никакой прибыли от этого магазинчика. Я просто рад, что Хайлин спокойнее, ну и что я семье помог. Артем, а вы с Хайлин планируете навсегда остаться жить на Филиппинах? Либо у вас в планах поехать все-таки в другую страну, либо, может быть, есть план вернуться в Россию? Навсегда остаться. Вот. Филиппины — это страна, где я нашел свой дом. Мне очень нравится здесь жить. Да и к тому же Хайлин, как филиппинка, ей нужен контакт с близкими, с родней. И она хоть и говорит, что хотела бы повидать Россию, но я думаю, здесь ключевое слово «повидать» и увидеть, какая там жизнь. А в общем и целом я уверен, что она бы хотела жить на Филиппинах. Здесь у нас полное единодушие, то есть однозначно Филиппины. Артем, какие у вас вообще планы на будущее? Ты в этом интервью много рассказывал про детей. Когда по графику вы будете рожать своего ребенка? Ну, я думаю, в ближайший год, может быть, 2. Потому что здесь, во-первых, все-таки экономическая причина, нужно больше подняться на ноги. Я понимаю, что филиппинцы готовы заводить ребенка, даже если у них есть деньги на рис. Мне такое не подходит, мне хочется все-таки обеспечивать своего ребенка. Поэтому главная составляющая — это в первую очередь экономическая. Ну, так как Хайлин уже 29 лет, и, разумеется, биологический возраст он растет для девушки, и чем раньше заводить ребенка, тем лучше. Поэтому, год, 1,5 максимум. А Вот по поводу своего дома, ты планируешь строить свой дом, своим гнездышком обрастать? Да, мы хотим построить дом на Негросе, там земля довольно дешевая, и услуги строителей дешевые. То есть одноэтажный домик построить сможет, в принципе, любой строитель, любая группа строителей. Это будет намного дешевле, чем даже вот здесь где-нибудь в Сибу, в окрестности. То есть это просто и дешевле, плюс мне остров Негрос нравится, он очень красивый. Единственный вопрос, конечно, с работой, потому что я сейчас работаю на Сибу, школа находится на Сибу, я обязан присутствовать в школе, и, соответственно, мне нужно организовать какой-нибудь действительно рабочий бизнес, открыть резорт, найти инвесторов, либо еще что-нибудь передумать, чтобы я мог работать и жить на Негросе. Это вот вопрос будущего. Что ж, Артем, спасибо тебе огромное за беседу, спасибо тебе большое за встречу. Я рад был с тобой встретиться. Это уже наша не первая встреча, и наш не первый контент, и, наверное, не последний. Да. Так что спасибо тебе большое за встречу. Я надеюсь, это интервью было для вас интересным. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, колокольчик. Всем спасибо и всем мира. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока. Артем. Давай тогда, подожди, можем где-нибудь? Давай буду этой рукой вот так держать. Так. Вот так вот. И тебе, и мне. Давай. Нет. Нет. И самый главный вопрос. Сколько у тебя белых рубашек? Подожди, еще раз. Я этот кадр. Рубашку белую. Давай еще раз спроси. И самый главный вопрос. Подожди, давай вот здесь, чтобы там шнур не висел, если уж снимать. Сколько у тебя белых рубашек? 6. А в воскресенье что носишь? В воскресенье я дома отдыхаю, ношу пижаму. Открыл YouTube. Так, сейчас, я на слове YouTube остановился. YouTube он, блядь, открыл. До него уже YouTube открыли. Hello, Helen, nice to meet you. Can you... Wait. Wait. That's really... Все, короче. Thank you for interview, we done.